Йоу-йоу-йоу, всем привет, это Брокен Сирин, и сегодня мы будем делать обзор на скетчбук, в котором я рисовала Инктобер. Кроме челленджа здесь ничего нет, почти, поэтому, возможно, вы еще увидите этот бук в каких-нибудь обзорах. И, то есть, вы видите, что Инктобер занял примерно 1/3 бука, поэтому там еще есть чем заниматься. Этот бук я выиграла в лотерее у Анастасии Лисовской. Я надеюсь, я правильно произнесла фамилию. И я хочу немножечко пофорсить ее и попиарить, потому что она потрясающе делает буки. Они с твердой обложкой, классные, потрясающие, очень классно открываются. Бумага в них толстая и офигительная. Я, конечно, не потестила ее никакими промаркерами, но... А, нет, потестила, они все-таки пропечатываются, но неважно. Скетчить и лайнить в них классно, и линер в них вообще не просвечивается. А еще она нарисовала мне на обложке птицедеву, потому что, ну, я попросила ее, сказала, что я люблю птиц, птицедев, тыры-пыры. Она, видимо, почитала о сиренах, тоже я ей сказала, что я люблю сиренов и тыры-пыры. И она, короче, потрясающе справилась со своей задачей. И это очень здорово. Спасибо большое. И мы начинаем. Помимо Инктобера, это был у меня месяц ОС, то есть я рисовала только своих персонажей, и все ребята здесь мои. Но это было гораздо сложнее, чем может показаться, потому что у меня просто не хватало вдохновения и идей на все рисунки. И мне хотелось иногда рисовать чужие ХОС или фанарты, но я такая, нет. И, в общем, я начала этот бук в день, когда он ко мне пришел, но, ну, как бы это первый день. Все равно я посчитала. Это Хаста, темная версия, ну или версия Black and Blue, как я ее называю, на тамблерах всяких и иностранных ресурсах. Второй день это Абичка. Третий день, я не знаю, кто это, но мы решили, что это тоже Абичка молодая. Просто я хотела позаниматься дизайнами к Бэдбладу здесь, но у меня ничего не вышло. Я рисовала всех подряд. А это Миная и Дивкалион. Дивкалион — это хозяин Миная и Аш, но, если честно, здесь он вообще не выглядит так, как он должен выглядеть. Он должен быть потрясающим, грозным, вероломным демоном, перед которым все обсеренькиваются и которого сыкается Аш. И, ну, короче, это просто так я его нарисовала. Попыталась, у меня ничего не получилось. Но я осталась довольна. День 6 это, собственно, Аш сама. И тоже Аш с факелом. Вот это, ну, ее хозяин и ее хозяин. И ее хозяин. В общем, день 8 это Эдда в ее типичных дизайнах, а это Эдда в альтернативных дизайнах, которые вообще никаким боком не относятся к сюжету, но мне очень нравится ее рисовать. Но она должна быть с черной кожей, в тип демонический образ, Дарк Эдда, все дела. Но я побоялась заливать ей кожу черным, потому что я побоялась испортить весь рис, а вы знаете, я могу, умею, практикую. И может кто-то помнит этот арт, он его красила Анж по моему скетчу. Это было потрясающе. И у нее здесь такая более молочный сверху, а потом к низу юбка красная. Вот. Это девочка из Бэдблада, но она такая довольно второстепенная, но в какой-то момент меня очень проперло на нее, потому что она милашечка, и ее зовут она немножечко неуравновешенная, наверное, поэтому я ее и люблю. А это моя сахарная дочь Гарнет. Осторожно, не заработайте себе сахарный диабет, глядя на нее. Боже, как же я ее люблю. Она такая топовая. Наверное, я ее люблю больше всего за то, что у нее, в отличие от других персов, нет никакой драмы в Оридже, и вообще с ним можно делать все, что хочешь. Ну, вам нельзя, а можно мне, потому что я ее мать все-таки. Опа! Это я охеренно придумала. Классно, да? В смысле, переворачивать скетчбук. Охеренно. Это тоже Гарнет и Гера. Этих двоих в буке
на удивление, очень много. Я вообще не думала, что я так много буду рисовать Геру в Инктобере. Я даже не представляла, но она очень похожа на Гарнет, и она тоже очень сахарная, и моя дочь. Но не настолько сахарная, как Гарнет. Хотя, по логике, она должна быть еще более сахарная, потому что она маленькая. У нее в руке должна была быть корона, но мне не нравится. Ну, а в общем, вот эти рисунки очень даже классные. Если бы мне не нужно было переворачивать скетчбук, если бы кто-то был повнимательнее, когда он рисует в скетчбуках и замечал, что он рисует вверх ногами, было бы замечательно. Но я знаю, что вы очень любите, когда я переворачиваю скетчбук. Я постаралась для вас. А это Зоя, Рейта и Машера. Эти трое ребят, вот эти трое ребят, они из одного ориджа. Оридж называется Body Type, потому что у них нет конечностей. Я уже начала пытаться писать об этом оридже, чтобы создать темку и написать нормальную биографию вот этих вот троих ребят, моих сладочек, и рассказать мир, в котором они живут. Я не собираюсь писать это никаким ранобэ, по крайней мере, сейчас. И я еще вожусь с этим ориджем. И, в общем, вот. Но это три основных человечка оттуда. А вот у Зои протезы вместо рук, а у Машера протезы вместо ноги. Вот. Это я. Не орите раньше времени, я потом расскажу, что это. В общем, продолжаем. Это Гарнет. Я захотела нарисовать ее с длинными волосами, и она такая, чё? Ну, потому что Гарнет с короткими волосами должна быть с короткими волосами и подстреленной челочкой. Кисуля моя. А это тоже Гарнет, и здесь, наверное, не видно, но у нее, по идее, должен быть выбрит затылок снизу, сзади. Вот. Я на самом деле не представляю, как можно с такой длиной волос собрать волосы, но ладно, у нее получилось, потрясающе у нее получилось. А это я доказала себе, что я абсолютно не умею рисовать снежинки, я абсолютно бездарное чмо, которому нельзя рисовать. Я даже не удосужилась открыть никаких рефов, чтобы их просто срисовать. Я должна была все испортить. Класс, молодец, Сирин, красава. А это Хаста, светлая версия, которая придумала дизайн в конкурсе Princess Айлиш. Спасибо, Айлиш, это потрясающе. Рисовать мою заплаканную дочь — это потрясающе. Это еще двое моих детей из 2012-го, Эниман и Равен. Я их очень люблю, но, к сожалению, я уже немножечко к ним перегорела за столько-то лет. У меня гораздо больше ребят помоложе. Знаете, я люблю помоложе. Вот. Но я их все равно очень люблю, и они сладкие дети мои. Здесь самый ужасный разворот, который только был в этом Инктобере. Это должна была быть Абичка, но у нее такое ужасное лицо получилось, и мне вообще не понравилось, и я заклеила. По-моему, с звездочками лучше. А это Хаста, но мне вообще не понравилось, что вышло, и все плохо. Просто я делаю ужасные грязные скетчи, а потом обвожу, и получается ужасно, потому что ломается анатома, ломается все, и становится просто ужасно. Не смотрите. Это модная очень Гарнет. Я где-то увидела в интернетах эту юбку, и я решила, что я обязана ее в ней нарисовать. Это Эдда с голыми сиськами, прикрытыми волосами. И акварелью. Здесь нигде не использовалась тушь, потому что я нищеброд. Все делалось акварелью и линером. Но линер тоже тушь, поэтому все считается. И золотая краска. Золотая краска — это очень здорово. Только она у меня говняная и ложится не так ровно, как я вижу других артеров на рисунках. Но ладно, чем богаты, тем и рады. Это самое лучшее, что я рисовала в Инктобере. По-моему, это просто офигенно я придумала. Не могу перестать орать. В общем,
Этот мем очень старый. Это Атят в шараге рисовала чайник и нарисовала ему вот это же лицо. А сейчас я захотела нарисовать летающий гранатик рядом с ней, ну типа Хэллоуин, все дела. И я нарисовала ему лицо с того чайника, но потом мы просто решили, что это мое лицо. Ну, всю жизнь мое лицо. В общем, да, здесь есть сосочки. Роскомнадзор, не надо, пожалуйста, не бань меня. Вот, а еще я хотела сказать, что я ненавижу ведьмочек. Ненавижу нарисую, да, вы, наверное, подумали. Но дело в том, что был помимо Инктобера одновременно какой-то челлендж, где нужно было рисовать ведьмочек каждый день. Вичтобер, не знаю, что-то такое. И ведьм в моей ленте было столько много, ужасно много, что я просто уже не удержалась и тоже нарисовала ее. Но просто потому, что классная шляпа. По-моему, шляпа потрясающая. А еще Гарнет очень милая, и это моя сахарная дочь, и поэтому я себя прощаю за то, что я нарисовала ее ведьмочкой. Вообще, я считаю, что ведьмы должны быть либо старые, ужасные и страшные, либо горячие и сексуальные, ну, либо хотя бы какие-нибудь интересные и клевые. Я не люблю просто девочек в платьицах и шляпках. Ну, она же не в платьице, она в классной шляпе и с голыми сисечками. Поэтому, наверное, все классно. А это Герочка. Я придумала собирать ей волосы вот таким вот образом с перышками, и мне это очень понравилось. У этих двоих по канону серые волосы. Просто, я не знаю, наверное, у меня уже бьются все рекорды по количеству персонажей с серыми волосами. Здесь она в какой-то рандомной одежде, но я придумывала какую-то версию, она мне не зашла, и ничего с ней никуда не использовалось. Но она была в такой же кофточке, и я такая, о, это надо заюзать. А здесь, ну, просто, ребят, Гарнет, Гера, Гера. И еще будет где-то Гера, потому что я люблю этих двоих, они коти сахарные. Здесь Гарнет пьет какао с маршмеллоу, и Гера в модном свитере и с собранными волосиками. По-моему, мило и здорово. А здесь снова золотая краска. Самое классное, когда она на перышках, это супер. И ее новые DC-шные, но здесь их не видно. Их видно вот здесь. Когда-нибудь я нарисую ее в цвете, возможно, это будет диджитал. Да, вы сейчас, наверное, посмеялись. Диджитал у меня. Ха-ха. Ну, а здесь вы, правда, наверное, посмеялись. По крайней мере, я угораю с этого с первого дня. Я просто уже не хватало никаких идей на инктоберы своих осей, и я просто стала перерисовывать мемы. Там сидела бабка в такой же позе, и теперь это Зоя, и она говорит, тебе Бог не даст детей, потому что ты гнида. Если вам есть кому сказать эту же фразу, то я думаю, вам будет достаточно смешно. Настолько смешно, насколько смешно мне. Ну, Зоя просто потому, что из моих осей она одна из немногих, кто реально может разбрасываться такими фразами направо и налево. Это Машера, и он говорит «мда». Наверное, говорит он «мда» всему моему инктоберу, который произошел без капли инка в нем. И только на акварели и линерах. А это я радуюсь тому, что я вывезла инктобер. Боже, да, я вывезла. Даже читы не спасали. Как же это было адски. Рисовать только ОС, потому что так надо. Это же никакого кайфа. That's why половина контента кал, на который не было вдохновения. Больше никогда не буду практиковать челленджи, в скобочках буду. Вот. Итак, мы можем подвести выводы этого инктобера. Я нарисовала много своих сахарных детей, но не так много, как хотела. Все мое отношение к инктоберу просто отлично выражается фразой I love you, but I hate you, but I love you, потому что это очень здорово каждый день рисовать, но это ужасно каждый день рисовать, потому что иногда я просто прихожу, у меня нет сил, я хочу умирать, есть и спать, я не хочу рисовать, но я сажусь и рисую.
И иногда приходилось нагонять дни или лайнить по много дней сразу. И я тоже этого не вывозила. Это было очень сложно, тяжело и невозможно. Но я каким-то чудом вывезла этот челлендж. Это оказалось ровно настолько сложно, насколько я и предполагала за те 2 года, что я наблюдала за чужими инктоберами. Но я рада, что я оказалась одной из немногих, кто реально вывез инктобер до конца. Это выдержка, это мой личный рекорд. Но следующий челлендж будет очень не скоро, потому что я не готова к этому морально. Еще у меня просто другие планы и фандап, и все, чем я занимаюсь, не позволяет мне сейчас делать какие-либо челленджи. Ну и, собственно, здесь все заканчивается. Я вклеила здесь скетчик с Гарнет. Она пьет кофу, и у нее там тортик. Тортик, кофа. Она сидит на диванчике. Просто я вклеила, чтобы случайно не полистать дальше и не показать вам какое-нибудь говно, которое я могу показать. И, в общем, наверное, это все. Спасибо большое, что смотрели этот обзор. Я надеюсь, вам было интересно, и я надеюсь, вам понравились смешные картинки, и вам понравился мой сортирный юмор. А если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментарии. Если нет, то идите в жопу. Всем пока.